Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы поговорим о важном моменте, когда женщины продолжают поддерживать отношения с мужчиной, хотя заведомо знают, что мужчина их не любит. Стоит ли это делать и чем это может обернуться, и что движет женщиной, что движет мужчиной? Давайте немножко поговорим об этом. Итак, вы встречаетесь с мужчиной, у вас есть свои планы на ваше будущее. Вы надеетесь, что это приведет либо к серьезным отношениям, либо это приведет к официальному замужеству, либо это приведет к тому, что хотя бы мужчина скажет: давай мы будем жить вместе, и тогда у нас будет там что-то. Во всяком случае, большинство женщин надеется, что когда начинаются отношения с мужчиной, эти отношения очень скоро увенчаются узаконенным браком, и все будет хорошо. Но проходит какое-то время, мужчина ведет себя не очень хорошо, мужчина позволяет себе неуважительные комментарии по поводу женщины, мужчина пропадает с друзьями, женщине не отводится столько внимания, насколько она рассчитывала, нет подтверждения уважения, нет подтверждения его любви, но женщина уговаривает себя, что же я буду бегать от мужика к мужику, я уже там, может быть, уже не молода, что же я буду метаться туда-сюда, этот уже хоть как-то претерпелся, может быть, он поумнеет и согласится, и мы узаконим наши отношения. Но возникает такая ситуация, что мужчина, который ничего вам не пообещал, мужчина, который, не дай бог, вам уже сообщил о том, что он вас не любит, а вы надеетесь, что вы сможете с ним создать семью и у вас все получится, вы сами себя вводите в заблуждение. Вы сами себя, что называется, толкаете в тупик, из которого выхода нету. Почему? Потому что если мужчина вам сказал: я тебя не рассматриваю как потенциальную жену, даже если вы его не мытьем, так катаньем каким-нибудь способом загоните в законный брак, он очень быстро найдет способы либо превратить вам этот брак в кошмар, либо оттуда свалить. И выиграете вы что-нибудь? Вряд ли. Вы ничего не добьетесь. Но если вы надеетесь, что вы будете рядом с ним и будете ему каждый раз демонстрировать, насколько хорошо вы к нему относитесь, насколько вы стремитесь угодить ему, насколько он вам дорог, насколько вы готовы учитывать его интересы и вкладываться постоянно в ваши отношения, а он вам уже однажды сказал, что он вас не любит и брак с вами его не интересует, то вы будете просто для мужчины, удобным ковриком у порога. Он будет знать, что сюда он может прийти потрахаться, простите, пожалуйста, поесть, постирать свои шмотки, может быть, пожить за ваш счет, но планы на его будущее с вами никак не будут связаны. А чем больше вы будете вкладываться в эти отношения, тем дороже они будут становиться для вас, и тем дешевле они будут становиться для него. Почему будут становиться дешевле? Казалось бы, я для него столько делаю. Но если вы вкладываетесь много, а мужчина не вкладывается вообще, мало того, он вот сказал, что вы для него не имеете никакой ценности, он не собирается с вами заводить серьезные отношения, это значит, что они ему достаются слишком дешево. Слишком просто, слишком легко. А все, что достается легко, вспомните, насколько дорого вы сами это цените. Мы с пренебрежением, мы ценим дорого только то, во что вложились сами. И получается, мужчина не вкладывается, ценить ему здесь нечего. И в любой момент он может сняться и свалить. Вы остаетесь ни с чем. Но чем больше вы туда вложились, чем сильнее вы вложились в эти отношения, тем больше размер ваших потерь, тем сильнее для вас последствия на эмоциональном уровне, тем тяжелее вы будете переживать утрату, тем больше разочарований тем, что я столько, а мне шиш с маслом, у вас остается. И кто будет пострадавшей стороной в этой ситуации? Только вы. Потому что он скажет: а я тебя заранее предупредил. У него даже совесть не будет его мучить, потому что он скажет: я тебя предупредил обо всем начале. Что ты мне теперь сказки рассказываешь? Надо было не строить на себя планов. Мало того, женщина, которая позволяет себе вкладываться в отношения, когда мужчина ей сказал, что он ее не любит и не ценит то, что его с ней связывает, она теряет вообще, независимо от того, какой статус она имеет в социуме, насколько она много инвестировала и в эти отношения, и в самого мужчину, она в глазах мужчины с каждым разом, чем больше он ей пользуется, чем чаще и легче она для него доступна, чем сильнее она пытается его к себе привязать какими-то уступками, тем менее интересна она
она ему становится. С большим пренебрежением он начинает о ней отзываться. Поэтому если вы находитесь в отношениях с мужчиной, который вам говорит, что он не любит, или всем своим поведением демонстрирует, что вы для него недороги, и он сюда только пришел быстренько перепихнуться и свалить, помните, этот мужчина к вам будет относиться так всегда. Он не в какой-то там в один прекрасный день проснется и скажет: боже, какой я был придурок, я к этой святой беззаветной женщине относился как полный идиот, надо срочно извиниться, срочно купить колечко и побежать и пригласить выйти за него замуж. Нет. Мало того, он будет пренебрежительно о вас отзываться и за вашей спиной. Он будет пренебрежительно вашим же знакомым отзываться за вашей спиной о вас. Точно вы хотите такого результата от тех отношений, в которые вы пытаетесь вбухать и душу, и, может быть, и деньги, и время свое? Это то, о чем вы точно пожалеете потом. Наоборот, если вы будете обращать внимание на то, как ведет себя мужчина по отношению к вам, что он делает, соответствуют ли его слова его поступкам, совпадает ли это с тем, что вы ожидаете от своих отношений с мужчиной и от самой себя, вот в этих отношениях, от того, как вы хотите себя чувствовать. Если это не совпадает, может быть, не стоит держаться, может быть, стоит отпустить, может быть, стоит выгнать того, кто вами пренебрегает, для того, чтобы у вас в жизни освободилось место для самой себя и время, для новых отношений, и для того, что принесет вам больше радости и счастья. Подумайте, пожалуйста, об этом. Я думаю, что в любой ситуации вы сделаете здравый выбор в свою пользу, в пользу себя любимой, и позаботитесь о том, чтобы вы могли обеспечить сами себе счастье. С вами была Алла Касаткина. Подписывайтесь на мой канал под этим видео, нажимайте картинку с колокольчиком, и тогда сообщения о новых видео будут приходить к вам на почту. А мы с вами увидимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки, и до встречи. Чао!